Здравствуйте. Что мне хочется сказать? Заточку цепей, чтобы она дольше служила вам, нужно производить правку напильником строго по шаблону. Ставите на шину шаблон и напильником только вперед. Зад-вперед не надо, вы завалите зуб. Только вперед поправьте. Дело в том, что напильником эта цепь у вас прослужит в 2 раза больше, если будете вы ее затачивать только на станке. На станке, естественно, диски есть диск, и он берет много режущей кромки зуба. В общем, у вас 5-6 заточек и зуба нет. А напильником она у вас прослужит дольше. 5-6 раз вы поправите цепь, тогда можно пройти еще и на станке. Что еще хочется сказать? Вот этот зуб, это ограничивает толщину стружки. То есть там на шаблоне есть вот такая планочка. Hard, soft, мягко, твердо. Это нужно срезать по шаблону ограничивающий зуб, который ограничивает толщину стружки. На каждой цепи здесь есть уже риска на этом ограничиваемом зубе, что ниже этой риски уже срезать нельзя. Что делают некоторые пользователи? Вот летит пыль, они берут на наждаке и прямо до риски сразу же обрезают этот зуб. То есть толщина стружки получается очень большая, цепочка врезается в древесину, ее сразу рвет, понимаете? Разгоняет пилу на 9000 оборотов и начинает пилить, и сразу же каждый зуб врезается максимум. И уже мощности пилы не хватает его протащить, получается удар, и тем самым тоже рвет цепь. Этот зуб срезается только по шаблону, вот поэтому, плоским напильником. Или же кто уже очень большой опыт имеет, можно на глаз, все равно на глаз, вы где-то срежете больше, где-то меньше. И у вас будет цепочка так прыгать. Один зуб врезается, второй проскакивает. И получается не то пиление. Вот это очень важный момент. А скажите, пожалуйста, в каких случаях нужно пользоваться вариантом hard, а в каких soft? Вот есть 2 отверстия, hard и soft. Для какой древесины hard используется? Hard это у нас, по-моему, твердое. Твердое, да. Hard твердое это на зиму и на сухое. А soft это на летнюю древесину, на сырую. То есть для фанерных комбинатов, где размачивают древесину, там софт надо, да? Да, если размочена она, если она оттаивает, то бывает такой бассейн, что она только кора оттаивает, а дальше она мерзлая остается. Чтобы хорошо распарить березу зимнюю, надо очень хороший бассейн с хорошей температурой. Вот такой простой совет, дорогие друзья, поможет вам продлить срок службы ваших цепей. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите следующие наши видео. С вами был Алексей Тарасов, компания Виктар и компания Ижляж-сервис в лице ее директора. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.